Вот такие паровые пирожки мы будем сегодня готовить. Смотрите, только что с пылу с жару, а внутри сочная начинка из капусты. Обалдеть, да? Давно, очень давно этот рецепт не дает мне покоя. Я предпринимал несколько попыток, что-то было удачным, что-то нет. Я надеюсь, что сегодня получится. Готовим пигоди, пянце. Не знаю, как еще назвать. В общем, пирожки на пару по-корейски. Погнали! Здесь у меня пшеничная мука, все точные пропорции в описании к видео, приходите, смотрите. Здесь у меня теплая водичка находится, а в этой емкости дрожжи вместе с сахаром. Сразу пересыпаю их в воду и перемешиваю. Перемешиваю до полного растворения дрожжей и оставляю так минут на 5-10 для того, чтобы поднялась опара, дрожжи активизировались, когда тесто получится очень пышным. Что нам и нужно? Нам нужно приготовить дрожжевое тесто для этих пирожков. Смотрите, какая пара получается, она активизировалась. Теперь переливаем ее в тесто аккуратно. Также добавлю немного соли. Можно вымешивать руками, но у меня есть для этого специальная техника, поэтому пусть она занимается пока. Включаем, вымешиваем тесто. Для того, чтобы хорошо вымесить тесто, нужно минут 10, наверное, 15, тогда получится оно прям отличным. А я пока займусь нарезкой капусты. Это будет основной ингредиент моих пирожков на пару. Капуста готова, отставляю в сторону. Также займусь нарезкой репчатого лука. 2 таких средние луковицы потребуются. Тесто готово, оно однородное, мягкое, эластичное, не липнет к рукам. Это самое главное. Осталось только дать ему настояться, подняться. И тогда можно будет использовать, готовить наши пирожки. Убираю тесто обратно в миску, накрываю полотенцем влажным и убираю в теплое место подниматься. Сегодня весь рецепт буду готовить вот в таком вот казане вок. Сначала приготовлю начинку, затем и сами пирожки буду готовить в нем. Добавляем растительное масло уже в разогретый вок. Или казан, как хотите называть, и в нем начинаем обжаривать лук. Лук обжариваем до прозрачности, и пока этого дожидаемся, посмотрим 10-секундную рекламу. Погнали! Со вкусом знакомиться? Естественно. Красиво любить? Естественно. Быть совершенно разными и выбирать не молоко. Естественно, не молоко. Смотрите, лук готов, можно отправлять капусту. Сюда же всю нарубленную капусту полностью. Хорошенько перемешиваем и обжариваем все вместе. Пока без добавления воды будем обжаривать капусту. Сразу добавлю соли, посолю капусту. Дальше продолжу перемешивать. Теперь закрываю это крышкой на некоторое время, потом снова перемешаю. Капуста тушится, поджаривается. Для того, чтобы не пригорело, добавим немного воды и продолжаем ее тушить до готовности, пока полностью не станет мягкой. Что добавить из специй в эту начинку? Вкусными ингредиентами будут мускатный орех, кориандр, но самое главное добавить побольше перца. И лучше, чем душистее и разнообразнее перец, тем вкуснее получится. Например, смесь какой-нибудь белого, черного, розового перца. И добавить побольше, чтобы чувствовалась остринка, потому что такими должны быть корейские пирожки с остринкой. Здесь у меня просто смесь различных специй, которые я перечислил, а также черный перец. Моя начинка готова, я перекладываю в другую посуду. Во-первых, ее нужно остудить, а во-вторых, посуду, мой вок или казан, как хотите, необходимо помыть. Здесь я буду готовить в дальнейшем пирожки. Смотрите, как тесто поднялось. Смотри, какая красота. Видишь? Смотри, я такое не видел никогда тесто. Тесто липкое, его необходимо обмять, и я сейчас его буду еще вымешивать с добавлением муки, чтобы совсем не прилипало к рукам. Возьму сюда муки, припудрю стол. И здесь начну его вымешивать. Все липнет. Тесто выбирает еще муку себя. Можно добавить еще при необходимости. Ну
Ну вот и готово тесто. Смотрите, абсолютно не липнет к рукам, держит форму. Нажимаю пальцем, все возвращается. Мы готовы к тому, чтобы лепить пирожки пянце, пигоди, или как они там называются. Возьмем кусочек теста, раскатаем его немного в такую колбаску от середины к краям и разрежем примерно, ну такой кусок можно на 4 части разделить. Получаем заготовочки. Раскатываем в кругляши. Не очень тонко, все-таки тесто здесь должно быть потолще. Вот такой кругляш должен получиться. Начинка. Не знаю, конечно, лучше не жалеть, но переборщить тоже не нужно. И теперь момент залепляния, или как, залипания. Значит, я делаю так. Здесь слепляем, подгибаем с одной стороны, подгибаем с другой. Немножко гармошкой. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Как на физкультуре, ребят, видите? С каждой стороны гармошечку. И закончили. Вот что получаем. Такую симпатюлю. Получаются вот такие пирожки. У меня это разной степени уродства. Я думаю, что здесь дело сноровки, дело практики. И, возможно, когда-то я слеплю идеальный пирожок. Но это будет точно не сегодня. Приступаем к готовке. Возвращаемся к моему казану. Теперь в него необходимо налить воды до определенного уровня. Как раз так, чтобы сверху вот такая форма для приготовления на пару встала. И, соответственно, вода не доходила. Я смазал ее немного растительным маслом. Теперь выкладываю сюда мои пирожки. Пирожки выкладывают так, чтобы между ними было достаточно расстояния. Они должны будут подняться, должны набухнуть. Поэтому оставляю место. Теперь нужно закрыть это все крышкой и готовить под паром. И для того, чтобы конденсат не падал сверху на пирожки, я обмотал ее полотенцем. Закрываем и будем готовить так примерно 25 минут, потому что начинка внутри уже готовая. Спустя 25 минут я убрал с огня мои пирожки, они также стоят закрытые под крышкой, для того, чтобы они сразу же не осели, сразу же не сдулись, а сохранили форму. По идее, они должны быть пышными и не сдуваться. А пока я жду, я приготовлю соус. Их предполагается, что их подают с соусом и очень вкусным. Давай посмотрим, что я буду делать. Здесь я возьму пару зубчиков чеснока и нарежу их. Смешаю все в этой стеклянной посуде. Возьму немного кинзы и меленько ее порублю. Чили перчик возьму его чуть-чуть, но вот столечко отрезал. Берем большую банку оливкового масла и наливаем пару капель. И добавляем соевый соус и все хорошенечко перемешиваем. Час настал, давайте смотреть, что получилось. Ну давайте скажем, что это не пянце, не пигоди или не как там это называется. Это просто пирожки на пару, потому что они у меня не получились, как я этого хотел. Судите сами. Они, конечно, готовы, но мне очень не нравится вот эта вот темная часть. Я бы хотел, чтобы они были все вот такого нежного белого цвета. Здесь вот эти вот проталины, если это так можно назвать, они меня напрягают. Все готово, но это не так, как я бы хотел. Если вы знаете, в чем причина, обязательно в комментариях напишите, что я сделал не так. Я обязательно повторю этот рецепт и исправлю все ошибки. Пока получается вот так. Но я не особо расстроен, вот сейчас узнаете почему. Я не сильно расстраиваюсь, потому что сегодня получилось лучше, чем вчера. Но вот зацените, вчера я приготовил вот это. Вот так выглядят вчерашние пирожки. Вот этот я вообще не пойми как слепил. Все это как подошва. Но, опять-таки, это вкусно, но это некрасиво. Буду теперь стремиться именно за красотой, за качеством исполнения. Вот этот самый, мне кажется, красивый, мягкий, видите, белый, больше похож на то, что нужно. Так, макаем сюда в соус. Пробуем. С соусом, конечно, вкусно пахнет. Это великолепно. Это очень вкусно. И соус вот этот
Миша, скорее снимай. Какая красота. Все готово, пропеклось. Это же, я не знаю, может это даже полезно. Это так вкусно. Обалдеть. Обалдеть, Миша. Офигенно. Вот просто обалденно. Вкуснее, чем вчера. Пирожки эти шикарные, просто. Теперь я их обожаю. Это очень вкусно и вам всем рекомендую попробовать. Давайте вместе совершенствоваться, найдем идеальный метод приготовления. Возможно, мне просто нужно купить нормальную мантоварку или пароварку, и тогда все проблемы будут решены. По крайней мере, такие мысли на данный момент. И это очень и очень вкусно. Всем вам рекомендую. Спасибо, что смотрели. Это был Михаил Веган. Всем пока. Обалдеть.